Всем добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. Все ближе и ближе тот момент, когда наши орхидеи начнут цвести. Уже у многих орхидейки выдали цветоносы, уже вот-вот начинают наливаться бутоны, и вот-вот они скоро расцветут. Я думаю, что каждый с нетерпением ждет этого момента. Но речь сегодня пойдет не про цветение орхидей, а речь сегодня, сначала я хочу ответить на два вопроса зрителей, которые мне задали под видео. Орхидея без корней, соли в кипяченой воде, семенные коробочки и хранение семян фаленопсисов. И первый вопрос, который оставила зрительница Татьяна, на который я хочу ответить. Так, одну секундочку, сейчас я его постараюсь быстренько найти. Значит, звучит следующим образом. Так, здравствуйте, очень полезное видео, большое вам спасибо. Можно провести эксперимент, я замораживаю дождевую воду. Будет ли польза от заморозки? Я так понял, что зрительница Татьяна хочет, чтобы я заморозил дождевую воду, но перед этим сделал замер соли этой дождевой воды до того, как я заморожу, и после. Если я правильно вас понял, то сейчас этот эксперимент мы проведем. Итак, для эксперимента нам понадобится бутылочка, нам понадобится вода. Сейчас мы делаем замер. И получается, что у нас 59 ppm. И теперь отправляем воду в бутылочку и бутылочку отправляем в морозилку. В морозилке у меня минус 20. Я думаю, буквально за 2-3 часа бутылочка полностью, как вы видите, промерзла. Итак, немножко я не дождался, когда она начнет расставать. Вот она растала, но не полностью. Делаем первый замер. Получается 54-55, грубо говоря, ppm. Но для чистоты эксперимента возвращаю назад воду, ждем полного расставания воды и делаем итоговый замер и получаем все-таки 55 ppm. Итак, можно сказать, что дождевая вода, значит, в нашем варианте уменьшилась, грубо говоря, на 4 ppm. То есть количество солей после замораживания уменьшилось. Но теперь меня влечет на эксперименты дальше. Набрал я обычную воду из крана. Итак, замеряем, получается, грубо говоря, 656 ppm. И то же самое сейчас я сделаю с водой из крана. Вот видите, да, 656. Ну что, действуем по предыдущей схеме. Наливаем бутылочку. Бутылочку на 2,5-3 часа отправляем в морозилку. Доводим его до такого состояния, что вода полностью промерзла. И ждем теперь, когда она разморозится. Итак, прошло больше часа. Вода полностью разморозилась. И теперь сделаем контрольный замер. Итак, наш солиметр включаем, и у нас получается 539 ppm. Итак, было 650, 539, это разница на 117 ppm. Ну что можно сказать? Значит, при замораживании количество солей получается, что уменьшается. Я думаю, я ответил на ваш вопрос, и перейдем к следующему вопросу. Итак, следующий вопрос задает зрительница Юля.
І давайте я його прочитаю. Вітаю, Станіслав. Дякую за зворотній зв'язок. В тому відео хочу сказати, що 3 тижні тому опилила на одній рослині 4 квітки. Зав'язалися 4 коробочки, але тиждень тому орхідеї одна засушила, а 3 ростуть. Цікаво, витягне чи ні. Буду спостерігати, чи може краще зняти одну. Отвечу коротко. Если у вас растение очень крепкое, может оно у вас вытянет и 3 коробочки. То есть вам нужно наблюдать, и если оно не потянет, оно, я думаю, само отсушит лишнюю коробочку. Итак, теперь вторая часть вопроса. А як ви використовуєте алоє? Мажете чистим соком чи робите розчин для оприскування? Є результат. Ніколи його не використовувала. На ютубі купа роликів про алоє, але цікавить думка людини, яка дійсно це перевіряла. И ответ мой будет таким. На канале 25 марта вышло первое видео, которое называлось «Алоэ для орхидей, густые корни и метровый цветонос», где я первый раз показывал про то, как я использую алоэ. И потом буквально через неделю, 2 апреля, вышло еще видео на канале, рассчитывал на пучок корней, а выросли новые цветоносы. Значит, я рекомендую вам посмотреть. Ну, а что касается именно сока алоэ, значит, как раз начал я его использовать как раз на той орхидее, Юлия, которой вы помогли мне найти название. Именно с Формозы. И я, помазав именно соком алоэ листья, я уже не помню, раз или два, это было примерно 1,5 года назад, я заметил, что ее лист стал настолько жесткий, упругий. В общем, тургор листа у меня в тот момент не был ни у одной другой орхидеи такой хороший, как именно у этой орхидеи. И со временем мнение по поводу алоэ у некоторых людей меняется. У меня тоже это мнение поменялось. Если раньше алоэ я использую пока только сок алоэ, хотя реально понимаю, что нужно использовать не только сок, но и, наверное, или на блендер перемолоть полностью эти листья, и там по-любому должно быть больше веществ. Но я алоэ сейчас, как я уже сказал, мнение по поводу алоэ мнение поменял, и я алоэ сейчас использую на ежедневной основе. Не для всех орхидей, понятно, а для некоторых. У меня есть пару орхидей, которые в закрытой системе потеряли корни не полностью, а частично. И получается, что тургор листьев упал. Так вот, на ежедневной основе я вот так вот выдавливаю сок алоэ и протираю листья этого растения, которое у меня потеряла тургор, и тем самым я поддерживаю это растение. Ну, это все равно, что когда растение остается полностью без корней, и вы на ежедневной основе опрыскиваете листья для того, чтобы растение росло дальше, так и я с помощью сока алоэ на ежедневной основе протираю листья этому растению. Значит, сейчас вы видите кадры из того видео. Я думаю, что если вы пройдете, посмотрите, и были там некоторые моменты, которые, я думаю, вам понравятся. Ну, а так, что еще могу сказать? Значит, не всегда получаются результаты те, которые хочется получить от растения. Иногда, смазывая у основания шейку, и я думаю, вот, помазав, обработав, получу кучу корней. Но орхидеи такие растения, которые сами принимают решения, что им выпустить. И они иногда выпускают вместо пучка корней, выпускают цветонос. Как вот в случае во втором видео, которое вышло 2 апреля. Вот сейчас вы видите отрывки из этого видео. И вот смотрите,
Орхидея буквально недавно отцвела. Прошло, может быть, месяц-полтора. Я проэкспериментировал, обмазал ее алоэ, и она не из новой пазухи, а рядышком со старым цветоносом выдала новый цветонос. Такое, если вы давно занимаетесь орхидеями, знаете, что не часто бывает. Обычно орхидеи дают цветонос из новой пазухи, но я полностью уверен в том, что именно такая обработка, вот смотрите, видите, как получилось, прямо рядышком со старым цветоносом. И я считаю, что это полностью была заслуга алоэ. То есть алоэ я использую регулярно, постоянно. Бывали даже моменты летом, когда орхидеи припадали пылью, и я мог, когда было время, просто взять много листочков алоэ и постепенно протереть листья, буквально, ну не всей коллекции, но когда третью часть, когда половину, когда чуть больше. Я полностью протирал соком алоэ, даже бывало не кисточкой, а просто алоэ убирал края, обрезал края, которые идут с иголочками, и разрезал этот листик напополам. И прямо вот этим соком, скажем так, растения, прямо растением алоэ протирал листья орхидей. Также я очень сильно убежден в том, что после обработки алоэ и цветение орхидей проходит более обильно, длительнее и пышнее. Я думаю, что вы видели, на канале выходило 2 видео. «Желтая красавица» 29 апреля, и потом через 1,5 месяца вышло еще одно видео 17 июня, и называлось «Желтая красавица 1,5 месяца спустя». Так вот, итог цветения этой орхидеи, я сейчас могу ошибиться, но по-моему что-то в районе 20 цветов. И орхидея эта цвела около 3 месяцев. Хотя предыдущие цветения были до 10 цветов она давала, как правило. И цветение проходило максимум 1,5-2 месяца. Так что я могу сказать? Алоэ я использовал, использую и буду дальше использовать. И я постараюсь, кстати, делать не только обработку вот так вот соком, но подумаю и по поводу розчина, як ви запитали, и подумаю по поводу кашицы сделать, может быть, кашицу именно с самой зеленой массой растения, для того, чтобы обрабатывать наши орхидеи. И, конечно, всеми этими экспериментами я буду делиться с вами. Ну вот, пожалуй, я ответил на все ваши вопросы. Надеюсь, видео вам понравилось. Надеюсь, вы оставите мне лайки. Подпишитесь на канал, кто не подписался. Пригласите своих друзей на канал. И, конечно, поделитесь ссылками этого видео в своих соцсетях. А сегодня я буду с вами прощаться. И, как обычно, пожелаю вам удачи в выращивании ваших орхидей, прекрасного зимнего вам цветения и до новых встреч на канале Орхидеи дома.